Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши советы, за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, расклад общий, девочки, нужно любить себя, искать себя, баловать себя, холить и лелеять, да? И никогда не сдаваться. Вы только вы творец своего счастья. Чудите, мои хорошие. Не ждите чудес, чудите сами. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за тобой? И, собственно, с какой целью этот человек за вами следит? Почему делать нечего? Это может быть женщина, мужчина, в принципе, уже не знаю, соседка, коллега по работе смотрит, во сколько вы приходите на работу, являетесь, во сколько уходите, да, что-то мне в голову такое идет. Так, ладно, посмотрим, насколько это будет расклад, может быть, соответствовать вашим ожиданиям, да, может вы там ожидаете сейчас услышать, какой-то мужчина следит за вами, сидит это в парадном, да, в подъезде, или наоборот, там, вы проживаете на втором-третьем этаже, он там сидит на дереве, в бинокль смотрит, наблюдает за вами. Итак, собственно, кто следит за вами? С какой целью этот человек за вами следит? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая? Ох ты мой, что это за токсичные какие-то у нас тут отношения? Ух ты, упорхнули из них. Или на... О, да, не тут-то было. Ой, как кардиограммка такая, знаете. Первая карта потеря, утрата. А на самом деле вы можете быть и не рядышком с человеком. Ну, тут мужчина какой-то, в принципе, в смысле на физическом плане. Он как фантом присутствует в вашей жизни. Накладывает отпечаток, отношения с ним из прошлого, может быть, как тянутся. И это накладывает отпечаток на ваши нынешние отношения и формирует ваши нынешние и будущие отношения. Тут желание, смотрите, даже вы как поддерживаете этот фантом, то есть где-то, может быть, возвращаетесь к этим воспоминаниям, погружаетесь в них, там какие-то мелодрамы смотрите или песни жалостливые, сразу перед глазами этот мужчина. Тут может все равно как будто бы сравнение с другими мужчинами. Если тут токсичненькие были, а очень часто мы знаем, ох, тут еще и павлин. Ну, тут самовлюбленный такой мужчина был. Мужчина, который знает себе цену, будет перераспускать и свои достоинства в 1000 раз там преувеличивать, а недостоинства, а недостатки камуфлировать. Ну, как я всегда говорю, у павлина две стороны, да, вот одна фасадная такая, теперь роскошная, конечно. Я не говорю о том, что он тут, этот мужчина, ничтожество или негодяй какой-то. Я об этом не говорю. Вполне возможно, у него очень много достоинств. И что-то такое есть, цепляет прям, и женщины на это ведутся, да. Аж организм, ну, соответствует. Но он умело камуфлирует вот эту вот теневую свою сторону. Какие-то проявления, может быть, какие-то истории за ним тянутся, как шлейф. Где много непонятного, где много утаивается, где много такого, о чем он не хотел бы, чтобы вы знали или догадались. Как-то так вот тут. Так, так вот, очень часто вот такие вот отношения, с одной стороны, это как эйфория до небес, рядом с таким мужчиной вы, может, ощущали себя вот той самой, да, роскошной, сексуальной, самой лучшей версией самой себя. И жить хотелось и ради него, и ради себя. И, в общем, как будто бы такой прилив энергии, с одной стороны. С другой стороны, это все-таки токсично. Вполне возможно, насколько это было ярко, насколько вот эти моменты были, настолько же, может быть, вам было плохо, горестно, там, тоскливо, когда, допустим, мужчина мог
не появляться в вашей жизни, пропадать с радаров, где-то строить параллельно свою еще какую-то жизнь. Не обязательно даже с другой женщиной. Он мог настолько в себе закрываться и для себя жить, как будто даже могло быть не быть места вам в его жизни. Вот как-то так. Тут вот как будто бы мужчина для себя на первом месте. Вот тут вот такое. У меня ощущение, вот насколько вот эти вот качели эмоциональные, то классно, я же говорю, эйфория, любовь, рядом с ним мне классно. И рядом только с ним я себя чувствую такой желанной, сексуальной, притягательной. И только с ним вот я хочу выстраивать отношения. И настолько же это болезненно и плохо, когда неуверенность в этом мужчине, в этих взаимоотношениях, понимаете, что это разрушает вас, это токсичные отношения, это не дает вам, может быть, в прямом смысле где-то расслабиться и быть счастливой, жить, проживать свою классную жизнь спокойно, без вот этих вот каких-то гормональных всплесков, без вот этих эмоций ненормальных. И тут как будто бы могло быть такое какое-то как помешательство любовное, зависимость, созависимые отношения. Так вот, конечно, после таких отношений, после этих эмоциональных, вау, вот тут как выгорание такое будет, тут со всеми остальными, с другими мужчинами. Пока вы научитесь заново выстраивать классные, ровные, спокойные взаимоотношения. Очень много мужчин искренне захотят с вами быть, вы им будете интересны, но они вам будут после этого товарища, после этого павлина такими нудными, тоскливыми казаться, занудными, я уж не знаю, душными. Ну, хорошие мужчины для семейных, здоровых взаимоотношений. Вот после вот этих эмоциональных качелей, после вот этих всех тут выгораний, испепеляющей этой страсти, вам будет хотеться опять где-то повторение вот этого, ну, пока вы не выздоровеете. Ну, скажем так, вас все равно выведут. Карта тут покровительство высших сил. Да, какое-то такое выражение есть. Вот вам по судьбе это было прожить, вот вы должны были это все испытать. Ну, может быть, нужно быть благодарным, скорее всего, тому, что в вашей жизни были эти эмоции, что вы их испытали. Скорее всего, даже быть благодарным, вас в конце концов многих отвели от этого мужчины. Потому как эти все классные, сумасшедшие и не очень классные эмоции, одно дело, когда их проживать в каких-то, ну уж не знаю, как-то романтических, сексуальных таких взаимоотношениях, другое дело с таким мужчиной связать свою жизнь, родить от него деток, знаете, как вот прорасти друг друга. И это не секунды покоя, это как будто бы тут говорят, это и боль, и наказание, это крест. Так что если вас даже отвели от него высшие силы, то поблагодарите. С одной стороны, поблагодарите за то, что вы умеете любить, и он где-то открыл вас саму, да, хотя все это у вас было, и умение любить, и желание, это все было. Он просто был, даже не знаю, как это, как подтолкнул вас, да. Интересно. Так, если с этой стороны посмотреть на всю ситуацию, непонятно, кто еще кого использовал, да? Ладно, это я шучу. Вообще по этой карте еще характеристика вас женщины, которая больше отдает. Может быть, в прошлом так больше проигрывалась. Женщина, для которой очень важно быть нужной, необходимой, добрая, заботливая, ласковая, хорошая мама. Ну, вот как-то так. Для вас очень важно заботиться о ком-то. Покровитель высших сил, покровительство высших сил, я имею в виду посланник высших сил, тут тоже в таком контексте у вас может быть род деятельности связан с тем, что вы постоянно кому-то помогаете. И у вас это
получается, как будто бы вы уже, может, и не хотите. Вы говорите, это подзадолбалось, я оставьте мне все в покое. Все равно потом, хотите, не хотите, приходят люди, просят у вас помощи, а вы им помогаете. Это где-то как, с одной стороны, как ваш крест, а с другой стороны, вы по-другому не можете. Это как, ну, часть себя, там, да, отрубить руку себе или ногу. Тут, это часть вашей жизни. Вот такая у меня сигнификация вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто следит за тобой? Что это за человек? И, собственно, почему этот человек за вами следит? Может, у него паранойя? Так, кто за вами следит? Почему он за вами следит? Вспомнила песню Носков, по-моему, да? Вот она пришла опять, как паранойя. Так, кто за вами следит? И почему этот человек за вами следит? Кто следит? Почему он за вами следит? А может, это какая-то там, уж не знаю, хотел сказать, злобная бабка на лавке. Смотрите, следит за вами. И подсчитывает. Уж не знаю, какой-то ваш материальный уровень по ее этим, примерным подсчетам вы слишком его превышаете, да, свой, там, не знаю, зарплату свою, а вы же смотрите, хорошо, люди живут. Наши люди в булочную на такси не ездят, да? Кто следит за вами? Почему этот человек за вами следит? Кто следит за вами? Почему этот человек за вами следит? Так, все, начинаем. Кто за вами следит? О, человек из прошлого. Интересно. Человек, который, может, хотел написать вам то ли письмо, сообщение. Тут такой человек, который, может, и писал, набирал, потом стирал. Много мыслей по этому поводу было. Человек, которым, может, вы считали его второй своей половинкой или видели его таким. Но у кого-то из вас ограничения, эти ограничения не дали вам, ну, в полной мере стать половинками. Вернее, одним целым, да, вот из этих половинок, вот как будто одним целым. Эти ограничения не дали вам быть вместе. Ну, из прошлого. Так. Опять-таки, человек вот что-то писал, хотел написать, донести до вас какую-то мысль. Потом, может быть, плюнул, решил, что это полное безумие, все не нужно это. При этом у него очень много страхов. Страхов. Кажется, спичка. Орел. Ух ты. Дьявол. Угу. Человек может быть очень вспыльчивый, сексуальный, темпераментный. Карта Орел для него имеет огромное значение, тут его реализация. Тут для него важно в социуме, как его воспринимают, вот это его имидж, его этот, да. При этом за вами подглядывает, где-то видит, вы заняты своими делами. Есть сексуальное влечение в вашу сторону. Карта Эра сам по себе такой сексуальный, повторюсь еще. Для него имеет огромное значение его сексуальная жизнь. Феникс, дьявол. Интересно. Я могу это прочесть, знаете, так. Ну, если в контексте с вами связано, допустим, вы могли долго не видеться, или где-то как-то он вас тут увидел, и у него опять, может быть, это влечение к вам, оно было, но оно как будто бы все затихло, может, устаканилось, потом опять, как птица Феникс, вот эти вот по дьяволу, это все, вот эти эмоции его накрывают,
периодически как вот по кругу ходит. Так, это связано с вами? Ну, тут Эрос, Феникс, Дьявол. С вами связано. Что лабиринт. А он и не выходил из этого лабиринта. А вы как присутствуете в его сердце, в его... Ну, тут не только сердце, в голове, да. А он и не выходил из этого лабиринта, и вы обои как в нем блуждаете. Это какой-то неоконченный роман. Это какая-то история, где троеточие поставлено. Да, вот тут говорят, история не закончилась. Может, на время вы подумали, все, конец. Ну, а у человека вы в башке сидите. Может быть, не выходите и покурить. Просто периодически ему кажется, все, фух, выздоровел. И тут опять накрывает. По дьяволу это сексуальное притяжение, зависимость, созависимые отношения. Может быть, даже он до конца не может это даже себе объяснить. Вот эту тягу какую-то. Тут может быть с элементами какой-то даже мистики, с элементами... Ну, тут много карт, говорящих о том, что тут для него много непонятного даже во всей этой истории. Так, а почему ты думаешь, что ты безумный? Я спрашиваю, почему ты думаешь, что ты безумный? Тут безумно что-то писать. Он говорит, а уже время какое-то прошло. Может быть, он думает, ну, смысл сейчас уже, если я сразу там не объяснился, если я сразу точки над «и» не расставил, может быть, были еще шансы там что-то изменить, или были шансы, по крайней мере, как-то, ну, может быть, у кого-то не так болезненно там, или прекратить это общение, или в принципе ситуацию можно было в корне изменить, да, как-то он говорит, а я как будто упустил время, поэтому глупо сейчас там что-то писать, что-то да, как будто бы так, как будто бы он не видит смысла даже, а попытки были, как будто бы попытки, желания что-то написать, там, объяснить, прояснить, вот тут вот такое было у него. Так, страхи. Спрашиваю, страхи с чем связаны? Ой, страхи, с одной стороны, он понимает, что время идет, а тут как будто бы он знаете, как будто человек попытался избавиться от навязчивых каких-то мыслей, вот эмоции его могли накрывать, и он как будто бы понимал, что он особо не управляет этим всем, ему было страшно, что он теряет контроль над ситуацией, вот так, наверное. И ему еще страшно стало, что какая-то женщина имеет над ним власть, он не готов был к этому. Тут, скорее всего, такой мужчина, который будет всячески подчеркивать, я не подкаблучник, я вообще сам по себе скорее, я никогда не пойду там... не то что на поводу у женщины, не буду подчинению женщины, вот во всех смыслах, тут как-то так. При этом страхи, справедливость, страхи. Тут как будто бы с одной стороны вот это у него какие-то свои убеждения, при этом он ощущал то, что женщина над ним имеет власть, берет над ним власть. И где-то он даже понимал, что это справедливо. Так интересно. Какие-то его убеждения, как будто бы, знаете, так... крошатся, разрушаются. Ну, не совсем уже уверен в том, что он, может быть, ситуацию правильно воспринимает или выстраивает как-то взаимоотношения. Тут что-то такое. Как будто бы сама постановка вопроса справедлива. Тут как-то у него уже вопросы к самому себе. Что-то оно не совсем это все справедливо, не совсем все так, как хотелось бы, может быть. Тут какие-то такие у него мысли. Ну, вот такой товарищ какой-то. Знаете, еще может быть заложником образа. Я повторюсь, ему очень важно этому человеку, как его воспринимают, каким его воспринимают. Может, он пытался быть справедливым, а теперь у него диссонанс, да, вот такой, он не может понять, вроде как и справедливо, только я страдаю от этого всего. И в чем же тогда эта моя справедливость? Тут и пришло понимание, может быть, что для вас справедливо совсем по-другому. Итак, почему этот товарищ следит за вами? Ну, дьявол, смотрите, там дьявол вышел, тут дьявол вышел. Он говорит, мне плохо без тебя, по дьяволу.
Тут слезки текут, ребенок какой-то. Сейчас я узнаем, узнаем, о чем это. Свинью подложили. Ну тут, скорее всего, опять, как будто бы человек не может контролировать отчасти это влечение. Ну, тут навязчивые идеи какие-то по поводу вас могут быть. Вот эта карта влюбленная, видите, она своеобразная в этой колоде. Искушение, змей, искуситель эту девочку убивает. Ну, присутствуете вы в его, извините, сердце, в его мечтах. Эмоциональные качели. Почему? Ух ты, тут роковая женщина, роковая связь. Так, почему он следит за вами? Соблазн, искушение. Не может в полной мере контролировать эту тягу. Объяснить даже себе до конца не может. Какие-то даже варианты такие у него, мистика. Вы что-то, может быть, сделали, вы его приворожили. Я говорю, как свинью подложили. Он там себе напридумывал одно. Допустим, как он может проявляться будет в вашу сторону. Какое-то его, в принципе, поведение. А тут он не совсем он себе принадлежит. Вот говорю, как будто им кто-то управляет. Тут созависимые отношения. При этом он, он, видите, как ребенок где-то даже в каком плане он обезоружен, обескуражен и не готов ко всему этому. Точно он был. И ему плохо. Он говорит, мне плохо. Так. Тут, знаете, мужчина хотел бы взаимодействия какого-то с вами, при этом не в том плане какого-то, а в плане, понятно, он хотел бы продуктивного во всех смыслах взаимодействия с вами. И он говорит, это возможно. И он хотел бы тут эту гамму эмоций с вами испытывать. Он знает, что вы можете дать ему этот сумасшедший, в хорошем, позитивном смысле, спектр этих эмоций. Эмоции, видите, самые разнообразные. Он говорит, я могу с ней это прожить. Я это переживал, проживал. Ему не хватает этих эмоций при взаимодействии с вами. Но карта ограничения. Видите, роза, а вокруг нее тут колпак хрустальный. То есть он говорит, нам мешают. У нас вокруг наших каких-то, не знаю, как взаимоотношений, эти ограничения, они существуют в твоей жизни, в моей жизни, может быть, эти ограничения, они существуют. Следит за вами еще, может быть, почему? Тут как-то интересно, он может узнавать о вас, вот карта в социум, сад, может быть, следит за вами, ему интересно в социуме, как вы там проявляетесь, с кем вы там коммуницируете, с кем вы, может, флиртуете, общаетесь. Тут еще по этим картам, знаете, как-то у меня такой вот между строк. У вас сейчас, может быть, будет или уже идет какой-то интерес с абсолютно других мужчин к вам. И тут как обратная реакция такая, знаете, как запускается. Вы можете, всем нравится. Большинство женщин, скажем так, в депрессию не вгоняет, если мужчины там засматриваются, там комплименты говорят. В принципе, вы видите там вот блеск в глазах, да, мужских, когда вы с ними общаетесь. Вы считываете эту реакцию. Соответственно, это вам дает какую-то энергию. А он может это даже вот чувствовать то, что у вас там может быть какие-то взаимоотношения. Не обязательно там они выстраиваются, не обязательно это какой-то там новый уровень. В принципе, может он чувствовать вашу энергетику, выживая, вы где-то с кем-то общаетесь. Вы на себе не поставили крест. Вот это вот. Вообще мне по этим картам, как будто бы у женщины сейчас как новое какое-то веяние в жизни. Опять-таки, может, вам захочется там, не знаю, насчет романтичных отношений, но, по крайней мере, жить заново, может быть, кому-то захочется. Яркой, наполненной жизнью. Так, почему он еще следит за вами? Так, эмоциональные качели у него тут, шторм, он не до конца
опять-таки, может, понимает, что в вашей жизни происходит, и конец это или не конец. И вообще тут эта карта, это роковая любовь, это танец со смертью, это любовь до конца. Это как будто бы, знаете, вы тут дьявол. Тут как будто бы вот эти карты не говорят, вы сидите в подсознании друг у друга, и вы как вот в чем-то, знаете, как яд по вене, да? Не буду говорить ничего другое, но вот как будто бы вы живете вот друг в друге. И все равно идет какое-то где-то подсознательно сравнение. Может, у него он сравнивает вас с другими женщинами, вернее, других женщин с вами, извините. И у вас где-то такое идет. Еще, кстати, он мог прочувствовать, что вы там охладели, или вам кто-то другой, может, начал нравиться. Как минимум, там, может, пофлиртовали, поулыбались. Тут вот такое вот. Так, женщина, и вообще, почему он следит за вами? Влюблен он в вас, тут как-то влюблен. Может, ему кажется, тут вот то, о чем я говорю, у вас кто-то новый появился, или вы заинтересованы в ком-то. Как будто бы вот он эту энергетику начал считывать, девочки. Тут вот как, знаете, как зверь такой вот. Зверь вот, он унюхал. Ладно, не хочу никого ни с кем сравнивать, но вы поняли, тут как вот у него, может быть, это на самом деле как звериное чутье такое. Он чисто энергетически даже он, может быть, не ощущал вас там наполненной, счастливой. А сейчас он это, может быть, считывает как-то так из пространства. У нее что-то меняется, у нее, может быть, она заинтересована в каком-то новом мужчине. Тут вот так вот мне идет. Поэтому человек старается следить за вами, где-то интересоваться, что в вашей жизни происходит, какие мужчины вас окружают, да, как вы проявляетесь в их сторону, как вы взаимодействуете именно с мужчинами, тут интересно ему. Все, вот такой у меня сегодня расклад получился, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.